Рейнджерс — самый большой клуб и в Глазго, и в Шотландии. Мы все так же их ненавидим. Сень, меня подожди, пожалуйста. С чего начиналось дерби старой фирмы? И почему болельщики Селтика и Рейнджерс перешли от легкой симпатии к свирепой ненависти? Это мы уже рассказывали. Теперь переходим от прошлого к настоящему. Чем живет Глазго сегодня и как попасть на легендарное дерби, когда пандемия закончится, а вы окажетесь в Шотландии? Всем привет! Это третий, главный, заключительный выпуск «Планеты футбола» о дерби старой фирмы. Когда мы были в Глазго, мы выделили для себя 7 главных вопросов. 7, которые должны были помочь понять смысл этого противостояния. Ответы на некоторые вопросы искали сами, но чаще мы просто спрашивали у жителей Глазго, и они нам отвечали. Итак, дерби старой фирмы. Самые главные вопросы. И сразу первый же вопрос. Что вообще такое Old Firm Derby? Что это значит? До конца 19 века ни о какой религиозной розни не было и речи. Журналисты описывали Рейнджерс и Селтик как двух старых близких друзей. Two old firm friends. По одной из версий, такое описание и привело к последующему названию главного противостояния дерби — дерби старой фирмы. По другой версии, название произошло от сатирического рисунка в журнале накануне финала Кубка Шотландии 1904. На рисунке старик держит вывеску с надписью «Поддержите старую фирму. Рейнджерс и Селтик Лимитед». Сатира напоминала о взаимной выгоде, которую командам приносили очные матчи. Название сохранилось, хотя эмоции вокруг матчей давно уже другие. Rangers are the biggest club in the world, certainly. So the biggest club in the world and the most successful club in the world started for nothing. Ирландские и шотландские акценты настолько прекрасны, что делать звуковой дубляж наших некоторых собеседников мы не будем. Во-первых, нужно насладиться произношением, но во-вторых, примерно половину сказанного все равно понять невозможно. So when you get that, you say, these two giants collide and the whole world watches it. There's not just football here. There's every kind of rival, the rich and the poor, the good and the bad. There's everything in there. The British versus Irish, the Scottish versus... There's everything you want in a game of football. Is it the biggest game in the world? You guys know it's the biggest game in the world, that's why you're here. Everybody knows it's the biggest in the world. And that's because of the famous Glasgow Rangers. Несколько последних лет Рейнджерс были в низших дивизионах, скучали немножко по дерби старой фирмы. Нет. Нет? Нет. Я думаю, что эти годы были самыми приятными в моей жизни. Вам не кажется, что дерби старой фирмы — это совершенно особенное событие, и все остальные противостояния тени по сравнению с ним? Тяжело ли было без этого дерби в течение 5-6 лет? Ну да, мы лет 5 не видели дерби. Потом была встреча в Кубке. В шотландской лиге мы обычно посещаем 4 дерби за сезон. Иногда даже больше. С кубковыми встречами иногда даже 6 выходило. Когда мы были далеко не в лучшей форме, каждое дерби переносилось очень тяжело. Я был на последнем финале Кубка. Мы отлично смотрелись на поле, но никак не могли забить. Возвращаться домой после такого матча было невыносимо, если честно. Я не испытываю к Рейнджерс никакой жалости. Они нарушили правила и понесли за это наказание. Теперь они уже совсем другой футбольный клуб. Они, конечно, будут говорить, что это не так. Но настоящий Рейнджерс был ликвидирован в 2012 году, а этот — лишь его реинкарнация. Если бы пришлось выбирать, что лучше, выиграть чемпионат или победить Селтик? И то, и другое. Я бы выбрал побеждать Селтик всегда. Итак, Селтик — католический клуб, основанный ирландцами. Рейнджерс годами себя позиционировал как клуб протестантов. Более того, клуб антикатолический. Много лет в составе Джерс не было игроков-католиков. Но с тех пор многое поменялось, в том числе и население Глазго. В Великобританию люди едут жить со всего мира. Поэтому возникает вполне очевидный вопрос: как дела обстоят сейчас? За Селтик болеют только католики, а за Рейнджерс только протестанты?
Сейчас можно встретить католика, который болеет за Рейнджерс. Да, это редкость, но такое случается. У меня есть друзья, они не католики, не ирландцы. Они идеологически никак с Селтиком не связаны, но болеют за этот клуб. Ровно по той же причине, что я за Рейнджерс. В детстве ты просто наблюдаешь за командой, во все вникаешь, и со временем этот интерес перерастает в любовь к клубу. Очень много выходцев из Ирландии болеют за Селтик. Но если не брать в расчет Глазго, шотландцы из других городов чаще за Рейнджерс? Да, думаю, так и есть. Очень много католиков эмигрировали в Глазго, поэтому сложилась такая большая поддержка у Селтика именно в Глазго. Среди фанатов Селтика есть и мусульмане, и индуисты, и сикхи. Все зависит от того, откуда люди эмигрируют в Глазго. Celtic Football Club were formed on religious divide. They didn't want Protestants going to Catholics going to Protestant soup kitchens, whereas Rangers are a football club, but a Protestant football club. But we have fans from all over. Very pungy out, but it was more or less how it really all started. In the sense was, it was the only way that you could actually show that you were Irish, because you here at Belfast you couldn't do that. Over there, you can go over and sing your rebel song, and feel Irish by being, in Parkhead, an Irish club. Быть шотландцем и не обращать внимания на политику сложно. Новости из Шотландии поступают громкие. Сперва референдум о независимости, по сути референдум о выходе из состава Великобритании. Спустя 2 года вся страна обсуждала Брексит. Фанаты в Глазго вроде как не должны оставаться в стороне от политики, тем более что Рейнджерс считается клубом лоялистов. Итак, какие у болельщиков политические взгляды? Болельщики Рейнджерс против независимости Шотландии. Да. Условно говоря, 98% будут против, если мы о реальных болельщиках Рейнджерс говорим. Потому что на политические темы в Твиттере или Фейсбуке особенно любят высказываться фанаты, которые даже на матчи не ходят. Вы могли заметить, что на каждой игре Рейнджерс наши болельщики поют «Боже, храни королеву». А это национальный гимн Англии, если что. Probably say 75% unionist. However, I would like it to be 100% unionist. Болельщики Рейнджерс на 90% — это британцы, шотландцы. Но в последние несколько лет национализм в нашей стране заметно набрал обороты. И прошотландские партии стали настойчиво отделять Шотландию от Англии. У болельщиков Селтика не самое однозначное отношение к независимости. Думаю, что большинство все-таки за. Вот даже судя по моим друзьям, большинство за независимость. А что насчет Брексита? Ну, ваше личное мнение. Неоднозначно. Кто-то из фанатов Джерс за, кто-то против Брексита. У нас нет каких-то очень конкретных сформулированных политических взглядов. Нет четкой позиции, что вот все мы за независимость Шотландии или наоборот, за всеобщее единство. Мы, в общем-то, не сильно внешней политикой увлечены. Personally, I voted to get out, to move. Nothing to do with Europe. Just proud to be British and didn't see any reason why we have to look after other countries when more important to look after Britain. Дальше еще интереснее. Есть сборная Шотландии, выступающая под своим флагом. Символ шотландской национальной идеи. Но, как мы знаем, фанаты Рейнджерс скорее лоялисты, выступающие за жизнь в составе Соединенного Королевства. А болельщики Селтика по происхождению все больше ирландцы. Их должны волновать ирландские проблемы. Кто-нибудь из них ходит на матчи сборной в Глазго? Кто болеет за сборную Шотландии? Вы болеете за сборную Шотландии? О, я нет. За Ирландию? Да, я за Ирландию. You support Scotland national team? I support Rangers.
Only Rangers. I support Rangers, only club in the world. So you don't go for Scotland match? I support Rangers. So, again, I think it depends from fan to fan with Rangers. Если мы говорим о болельщиках Рейнджерс, то это личное дело каждого. Кто-то болеет за сборную, кто-то нет. Я ездил на матчи сборной Шотландии, когда был помоложе. Во время отборочных к чемпионату мира 2010. Мне тогда лет 17 было. После матча с голландцами капитан Рейнджерс Барри Фергюсон и голкипер Алан Макгрегор устроили пьяную вечеринку. Следующий матч они пропустили, конечно, а потом их вообще из сборной выгнали. Болельщики их прозвали бастардами. И в среде фанатов сборной какое-то время царило антирейнджерское настроение. Ну, я постепенно стал равнодушен к сборной. Иногда мне нравится смотреть игры сборной. Иногда я даже хожу на матчи. Ну да, можно сказать, что я болельщик сборной. Надеюсь, мы когда-нибудь хотя бы в плей-офф чемпионата мира выйдем. Франция 98, последний мундиаль сборной Шотландии, мы тогда в очередной раз не смогли выйти из группы. Как вы думаете, в чем главная беда сборной команды Шотландии? У вас же есть хорошие игроки, например, Эндрю Робертсон, один из лучших в Ливерпуле. Чего не скажешь, конечно, о всей сборной. Думаю, у нашей сборной те же проблемы, что и у команды Уэльса. Вот есть парочка высококлассных игроков. Но все остальные не дотягивают до их топ-уровня. В итоге всю команду ждет провал. Они, может, и стараются, но этого недостаточно. Не хватает им огня на поле. Неудивительно, что их преследуют неудачи. Как бы там ни старался Эндрю Робертсон. You want to support Scotland, you support Scotland's greatest team and institution, Glasgow Rangers. На трибунах шотландских стадионов людей пока нет. Коронавирус ударил по футболу везде, и Глазго тоже пострадал. Но летом 2021 года на поле Хэмпден-Парк должны сыграть матчи чемпионата Европы. Если к осени футбольная жизнь понемногу восстановится, всех приезжающих в Глазго снова будет волновать самый главный вопрос. Сложно ли достать билеты на дерби? Попасть на обычный матч чемпионата на Айбракс или Селтик Парк можно. Мы в свое время угодили на игру Рейнджерс Килмарнок прямо в Боксинг Дэй. Приехали к Айбраксу, увидели толпы фанатов Рейнджерс и ужаснулись. Решили, что футбола мы не увидим. Ни хрена себе народу. Килмарнок, что ж будет твориться на дерби через 3 дня? Да, как мы лажанули-то с билетами. Но оказалось все очень просто. Нужно найти кассы, встать в общую очередь и постоять минут 20, максимум полчаса. Потом заплатить. И все. Ну, вообще, я впечатлен. Я в восхищении, скрикивал кот. Королева в восхищении тоже. Так и не поймешь, вот это с билетами, зато смотри, в туалет никого. Вот у них кассы какие, но билеты есть. По 30 фунтов. Можно один билет купить. Прямо в кассах мы решили взять 2. Кстати, попали мы на трибуну Брумлоун Реар, где сидят фанаты Рейнджерс. Так что через 10 минут меня попросили камеру убрать. Попросили довольно вежливо, но я не могу сказать, что у меня был выбор. Наш научный руководитель Семен расположился от меня в 2 рядах. И то ли снимал аккуратнее, то ли ему просто повезло. Но все съемки с трибуны — это Сенина работа. Вот поход на дерби оказался делом очень сложным. Пришлось задействовать дружеские связи с фанатами, причем нужно дружить с теми болельщиками, на чьем стадионе играют. А сложно сейчас достать билет на гостевой матч? Да, очень непросто. Рейнджерс выделяют нам по 800 билетов на матч, но их почти невозможно достать. And their stadium, because we only get 800-900 tickets now, so it's like gold dust. It's almost impossible.
Чем больше болельщиков от обеих команд, тем больше зрелищности. Они поют свои песни и кричалки, мы — свои. Ну да, бывает довольно агрессивно, но именно это и создает неповторимую атмосферу на стадионе. А что сейчас? Кучка из 800 гостей на галерке даже шума толком создать не в силах. 2 года назад Рейнджерс приняли решение больше не выделять для гостей по 8 тысяч билетов в дерби. Раньше и Рейнджерс, и Селтик именно столько билетов друг другу предоставляли. Но 2 года назад оба клуба сократили это количество до 800. В дни дерби есть всего маленький уголок на стадионе. Очень многие не могут попасть на матчи из-за этого. Такое решение было принято, потому что Рейнджерс снова вернулись в элиту высшего дивизиона, и все яростно захотели ходить на футбол. Люди скупали сезонные абонементы. И вот чтобы у всех фанатов Джерс, желающих увидеть дерби на Айбраксе, была такая возможность, все эти изменения и затеяли. Ну а Селтик поддержал. На стадионе Селтика всегда sold out? Да, почти всегда. Не только в дни дерби. Практически на каждой игре. На Лиге Европы особенно. Билеты вообще дорогие на матч? Сезонные абонементы? Где-то 500 фунтов сезонный абонемент стоит. Довольно дорого. Ну, это бизнес, ничего не поделаешь. Мы свои билеты нашли. Это было трудно. Целый вечер ходили из паба в ресторан, а из ресторана в другой паб, искали каких-то очень важных и нужных людей, называли пароли и надеялись на лучшее. Но нам пообещали билеты, мы вышли с болельщиками Селтика и куда-то пошли. Долго шли, долго шутили, чем это закончится. Пришли вот к... Даш, чем это закончится, как ты думаешь? Я не знаю, Руслан внутри. Руслан ушел, да. Жень, а ты как считаешь? Чем это закончится? Да. Мы дойдем до стадиона Селтика, подойдем в кассу, и он скажет, блин, сорян, ребят, касса закрыта. Ну, в общем, ждем мы, да. Мы волнуемся За Руслана, да, за Руслана. Мы ему сказали кричать, если что, но там охранник стоит, видите? Боюсь, что не поможет. Но даже через знакомых и по великому блату билеты на места рядом не смогли достать. Пришлось разделиться. Зато мы теперь знаем, как выглядит дерби с разных точек стадиона Селтик Парк. Тут никаких нейтральных секторов нет. Тут все пришли пошизить за Селтик, вот как бы. Дерби старой фирмы обычно назначают на полдень. Логика здесь простая. Пабы с утра еще не начали работать, поэтому люди не успели накачаться спиртным. Только что встретили парня, грузина. Он очень обрадовался, говорит, рад поговорить. По-русски был. Но он очень давно здесь живет, да, перешел английский. Раньше, говорит, все время после Old Firm Derby кого-то ножом тыкались. Сейчас, говорит, полиция стала внимательнее следить. На стадионе много полиции, болельщиков гостевой команды почти нет, их мало, так что все эмоции уходят в основном в ругань. Именно на Old Firm Derby я открыл для себя чудесный речевой оборот. Fuck off, you fucking fuckers. Общаемся, я даже сказал, что я никогда в жизни не слышал... Тебе подарили шарф? Да. Такой концентрации слова fuck. Вот, я хотел сказать об этом, но не успел. Я поразился конструкции в конце fuck off, you fucking fuckers, если честно. То есть я просто не думал, что так можно, честно говоря. Из-за неразнообразия. Слушай, нет, ну просто вот через слово. И все же мрачноватая репутация у дерби старой фирмы сохраняется. Поножовщина, столкновения на трибунах и в городе, погибшие фанаты — все это было, про это все читали или слышали, поэтому и сейчас спрашивают. На дерби по-прежнему опасно? Околофутбольное насилие все еще есть, но дело в том, что сейчас полиция повсюду. Опасность поджидает не у стадионов, там всегда есть полиция. А когда люди в день матча возвращаются из пабов, например, тогда. В переулках подальше от стадиона, там, где нет полицейских. Вот где по-настоящему опасно. Большая доля религиозного противостояния исчезла, когда Рейнджерс отправился в низшие дивизионы. Это тройболизм, своего рода междусобойная вражда. Она есть в любом крупном городе, где несколько больших клубов. В таких как Милан, Рим, Белград, Москва. Вот там тройболизм, там болельщики по-настоящему воюют. И настоящая ненависть никуда не может исчезнуть. В Шотландии в 70-е, 80-е
была особая политическая ситуация. The Troubles в Ирландии сильно сказывались на нас. Именно поэтому дерби старой фирмы — это больше, чем просто футбол. Мне кажется, пик напряжения был в 70-е и 80-е. Из-за ситуации в Северной Ирландии, из-за реальных проблем с католической частью населения. Да и футбол в те годы переживал не самое простое время. Футбольные фирмы и все такое. Взаимная ненависть никуда не делась, но атмосфера на стадионах и около футбола определенно стала лучше, чем 10 лет назад. Сейчас не то, что было раньше. Селтик и Рейнджерс больше не устраивают пьяные безумства на улицах. И даже в день дерби довольно спокойно, потому что полиция всегда на чеку. Еще один важный вопрос. Если вы придете на Селтик Парк, то наверняка услышите знаменитую песню. Можете сами подпеть. В принципе, You'll Never Walk Alone исполняют не только в Ливерпуле и не только в Глазго. Например, эту же мелодию можно услышать в Дортмунде. Или в Энсхеде. Болельщики Твенте тоже очень стараются. Но все же, кто лучше всех поет «You'll Never Walk Alone»? Кто лучше поет You'll Never Walk Alone, вы или фанаты Ливерпуля? Селтик. Конечно, Селтик. Ливерпульские болельщики поют слишком быстро. Мы лучше поем, конечно. Какие могут быть вопросы? Уж не знаю, кто начал петь ее первым и кто у кого своровал потом. Но, думаю, поем мы все-таки лучше. До нас последние лет 10 стали доходить веяния европейской культуры. Так что перформансы на Айбракс и Селтик Парке сейчас очень похожи на то, что вы можете увидеть в Европе. Пиротехника, весь этот мерч, футбольные худи, балаклавы. Когда Селтик выигрывал титул за титулом, многие фанаты начали оценивать шансы на желанный рекорд 10 победных чемпионатов подряд. Такой был бы абсолютный триумф над Рейнджерс, но сезон 2020-2021 все изменил. Джерс под руководством Джерарда рванули вперед, и уже к концу зимы шансы Селтика на 10-й титул стали теоретическими. И 7 марта стал известен новый чемпион Шотландии — Глазго Рейнджерс. К этому моменту главный тренер Селтика Нил Леннон уже лишился работы, а в клубе обсуждали следующий сезон. По-прежнему непонятно, кто сильнее и что будет дальше. Сейчас в шотландской премьер-лиге есть Селтик и есть Рейнджерс. Есть все остальные, и только два клуба по факту реально могут претендовать на чемпионство. Или есть еще клубы, которые могут вмешаться в эту дуэль. В теории есть команды, которые могут навязать борьбу, но ни одна из них не достигает топ-уровня. Поэтому каждый сезон мы наблюдаем за одним и тем же противостоянием. Кстати, в 60-е и 70-е у нас уже было 9 чемпионств подряд. А в 90-е у Рейнджерс тоже 9 кряду.
Ну а 10 — это невероятный рекорд. Он прежде ни одной шотландской команде не покорялся. Я понимаю, что вы Селтик сильно не любите, но кто, по-вашему, лидер в их команде? Это Скотт Браун, без сомнения. Он доставляет нам больше всего проблем. Но он хороший футболист. Для Селтика он олицетворение их стиля, их характера. Я не самый большой его фанат, конечно, но я уважаю его как игрока. Кто в Селтике сейчас лучший игрок? Отсон Эдуард, лучший игрок Селтика сейчас. Однозначно лучший бомбардир, лучший игрок. Конечно, Отсон Эдуар — наш центр-форвард, француз. Играет за национальную команду Франции Under-21. Он еще молод, но уже очень хорош. Он точно далеко пойдет. У Нила Леннона вообще был шанс стать таким же сильным тренером, каким был Брэндон Роджерс? Думаю, нет. Нил очень эмоциональный тренер. Он во всех смыслах был человеком Селтика, и это хорошо. Но он оказался не самым лучшим стратегом. В том, что касается трансферов, особенно. Но вот и Стивен Джеррард теперь точно стал легендой не только для Ливерпуля, но и для Глазго Рейнджерс. Джеррард едет на Айброкс. Ликующая толпа ждет, чтобы поприветствовать. И вообще, судя по ответам болельщиков, бывший капитан сборной Англии стал кумиром половины Глазго уже давно, когда до титула оставались целые месяцы. If Gerrard will stop Celtic, he will be a hero for you, for Rangers. He has to stop Celtic. Если Джеррард остановит Селтик, он станет героем? Однозначно. Набью тату с ним. А я назову своего сына Стивеном. Стивен Джеррард очень приятно удивил. Я совершенно не ожидал, что он окажется настолько тактически грамотным специалистом. Если понаблюдать за его решениями, можно найти много общего с тем, что было в Ливерпуле. И это приносит свою пользу Рейнджерс. They're the biggest club in the world, certainly. So, the biggest club in the world and the most successful club in the world. It's very, very hard to put into words what that actually means. It's a family club. You really have to experience to feel it. Everybody knows everybody else, you know. And I just love it, you know. Glasgow Rangers, the greatest team in Scotland, the greatest team in Britain, the greatest team in the world. The rich and the poor, the good and the bad, there's everything in there. The British versus Irish, the Scottish versus... There's everything you want in a game of football. Is it the biggest game in the world? You guys know it's the biggest game in the world, that's why you're here. Everybody knows it's the biggest in the world. And that's because of the famous Glasgow Rangers, in my opinion. Thank you very much. Is that talk shite there? Because I'm talking about it too much. Вот, сейчас спросил его, какой вы Was that talk shite? Партнер проекта «Марафон Бет».